Друзья, всем привет! Сегодня у нас такой аутдор тест. Тест мультитопливной горелки Следопыт Огонь Прометея. Эта горелка является копией горелки Ковея Бустер Плюс 1. Я вот там, видите, приложу, я делал обзор этой горелки, однако я не проводил тесты по разнице работы этой горелки на бензине и на газу. Сейчас мы проведем тест на бензине 92-м заправке и проведем тест на двух видах газа. Так, друзья, важное объявление для тех, кто хочет приобрести лодку «Флагман». Лично от меня и от компании «Флагман» всем зрителям канала скидка 10%. Чтобы получить скидочку, нужно связаться со мной по электронной почте, либо позвонить по телефону, который я оставлю в закрепленном комментарии. Бензин, 92-й газ в цанговом баллоне и газ в резьбовом баллоне. Какой будет расход топлива на бензине, на газу дешевом и на газу дорогом. И посмотрим, что получится. Цанговый баллон и вот такой вот резьбовой баллон. Цанговый баллон продается в любом магазине, он стоит там сущие копейки. Вот этот баллон, наверное, раза в три дороже. Все, смотрим, не переключаемся, а мы начинаем. Так, накачиваем давление и надеваем бензин. Так, взвешиваем бензин до начала тестов. 339 грамм. Так, накачали топливо, запускаем горелку. Немножко приоткрываем чуть-чуть топлива. Сначала даем горелке прогреться. На это тоже уйдет какое-то количество топлива. Готовим секундомер. Так, время пошло. Так, прошло 1,5 минуты. Две минуты. 2,5 минуты. Чайник начинает закипать. 2 минуты 40 секунд. Все, чайник кипит. Взвешиваем топливо после использования. 325 грамм. Следующая часть теста. Пробуем баллон на цанговом подключении. Цанговый баллон. Все те же самые условия. Пол-литра воды. Посмотрим, за сколько закипит. Взвешиваем баллон перед началом теста. 246 грамм. Баллон и цанговый подключаются через такой переходник. На самой горелке стоит резьбовой штуцер. Однако я купил такой переходник, соответственно, можно подключить цанговый баллон. Так, пол-литра воды налито. Так, секундомер пошел. Открываем на полную. Так, минута. 2 минуты. 2 минуты 50 секунд. Начинается парение. Три минуты. Кипит. Все, стоп. Так, на газу из цангового баллона чайник закипел примерно за 3 минуты. 3 минуты 11 секунд. Остановил чуть позже. Примерно 3 минуты получилось на цанговом баллоне. Сейчас посмотрим, сколько мы потратили газа. Взвешиваем газ после теста. 234 грамма. Так, ну и самое интересное. Сейчас проведем тест вот такого баллона. Это баллон очень дорогой, резьбовой. Соответственно, чтобы его подключить к этой горелке, переходник никакой не нужен. И переходник снимается и подключается баллон напрямую. Сейчас посмотрим, будет ли разница между дорогим газом и дешевым газом. Чтобы подключить к горелке цанговый баллон, используется вот такой переходник.
Так, взвешиваем газовый баллон перед тестом. 355 грамм. Видим, 355 грамм. Так, берем все те же 500 грамм воды и ставим на горелку. Так, горелочка запустилась. Секундомер. Секундомер пошел, даем полный газ. Все работает, закрываем. 2,5 минуты. Так, начинается кипение. Ну все, кипит. 3 минуты 8 секунд. Закрываем баллон. 3 минуты 8 секунд. Ну, плюс-минус так же, как и вот этот баллон. Так, взвешиваем баллон после использования, после теста. 344 грамма. Так, ну вот я провел тест. Горелочка мультитопливная следопыт огонь Прометея. В общем, вот этот газ плюс-минус одинаково. И бензин, газ и бензин из любого баллона примерно пол-литра в районе 3 минут. Однако бензин значительно дешевле, чем газ. Я потом сейчас посчитаю, приведу цифры, сколько получится. Сейчас вы увидите все на экране. А теперь самое интересное, во что нам обошлось кипячение 500 мл воды. Так, давайте сначала посмотрим на бензине. На бензине мы потратили 14 грамм. 14 грамм перевести в литры, это получается 0,186 литра. Умножаем в среднем на 50 рублей. 50 рублей и получаем, что на кипячение пол-литра воды мы потратили 93 копейки. Дешевый газ в цанговом баллоне. Так, для начала давайте посмотрим, сколько стоит 1 грамм газа. Так, баллон в среднем стоит 150 рублей. Делим на 230 грамм. Получается, 1 грамм стоит 0,65 копеек. И умножаем на 12 грамм. Получается, что 500 миллилитров воды на цанговом баллоне нам обошлись в 7 рублей 82 копейки. Давайте посчитаем, сколько нам обошлось кипячение 500 миллилитров воды на газе из резьбового баллона. Так, резьбовой баллон стоит примерно 429 рублей. Делим на 230 грамм. Получаем, что 1 грамм стоит рубль 86. И умножаем на 11 грамм. Итого кипячение 500 миллилитров воды нам обошлось в 20 рублей 51 копейку. Итого, что мы имеем? На бензине пол-литра воды стоит 93 копейки. На газу из цангового баллона 7 рублей 80 копеек. И на газу из резьбового баллона пол-литра воды стоит 20 рублей 51 копейку. Разница, конечно, просто колоссальная. Поэтому при помощи вот такого переходничка можно использовать горелку с резьбовым баллоном, использовать цанговый баллон. Все, всем спасибо за внимание. Такой был аутдор тест. И до новых встреч. Увидимся на воде.